Привет-привет! У нас сегодня с вами распаковка из магазина Mystic Silk украинского. Кто знает, тот знает. Отличный магазин, отличные по рассказам и по отзывам колоды. Я заказала первый раз, рассказываю интереснейшую историю. Захожу, значит, в магазин, выбираю себе колоду. По-моему, она называется «Театр кукол». Там такие марионеточки в разные ситуации попадают. Она мне показалась достаточно интересной. Мне ее хотелось в стандартном размере в матовом виде. Заказываю. Мне говорят, с вами свяжется менеджер. Хорошо. Связывается со мной менеджер, говорит, вот столько стоит ваша колода, столько стоит упаковка, столько стоит доставка. Оплачивайте. Хорошо, думаю. Значит, разобрались, оплачиваю. Оплатила. Через день приходит этот же самый менеджер и говорит, а знаете, у нас, похоже, какой-то косяк на складе, у нас этой колоды нету в матовом виде, как вы хотели, она есть глянцевая. Хотите глянцевую? Я говорю, не хочу глянцевую, хочу матовую. Он мне предлагал деньги вернуть, он сказал, что если я хочу именно матовую, то надо будет подождать, пока они ее напечатают, это все мне не подходило. Я говорю, давайте я на эту же сумму выберу какую-нибудь другую колоду. Да, говорит, хорошо. Я пошла выбирать на ту же самую сумму другую колоду и выбрала колоду Insight. Если знаете, это колода, у которой на арканах веточки, деревья, корешки и всякое соединение с природой. Внутреннее соединение человека с природой. Мне показалось достаточно глубокой, достаточно интересной, такой с философским подкладом можно делать расклады на этой колоде. Я говорю, давайте мне инсайт тогда матовый. И пока искала, значит, этот инсайт, увидела еще одну колоду. Она в таком мультяшном виде, в таком в виде комиксов, наверное, каких-то, нарисованные современные ситуации какие-то описаны. Она интересная, она смешная, мне показалось. Некоторые арканы мне прям там смех вызвали. И я менеджеру этому пишу, что говорю, давайте я доплачу, и вы мне 2 колоды пришлете. Судя по тяжести этой коробочки, там такие 2 колоды. Он говорит, да, хорошо. Я доплатила, они собрали заказ, отправляют. Прошло еще день-два, приходит ко мне уже другой менеджер и говорит, знаете, а у нас снова косяк на складе, вашу посылку мы послали, она уже, по-моему, даже дошла до таможни, то есть вернуть мы ее не можем, проверить мы ее не можем, но у нас складывается впечатление, что мы вам послали не те колоды, которые вы заказывали. Устроит ли вас, что вам сейчас придет что-то, чего вы не хотели? Я очень расстроилась, обиделась, говорю, нет, меня это не устраивает. Вот она придет, я посмотрю, что там внутри. И если она говорит, вы не расстраивайтесь, скорее всего, там все правильно, но вдруг вот такой есть процент на то, что мы сделали ошибку. И мы договорились, что если сейчас вдруг мне придет не та колода, которую я хотела, то я ее отошлю обратно, а они мне пришлют все-таки то, что я хочу. Поэтому я дико заинтригована тем, что сейчас здесь внутри коробки мы увидим. Вместе с вами буду распаковывать, вместе с вами посмотрим. Наверное, посмотрим одну из 2 колод. Судя по всему, там все-таки 2, судя по тяжести этой коробочки. И следующее видео будет про распаковку и обзор, наверное, вот галереи буквально 2 колоды тогда. Начинаю шуршать и открывать. Написано инсайт 2, Таро видение жизни. Оп. Первая хорошая новость – это то, что Таро видение жизни все-таки мне пришло. Именно то, которое я хотела. Выполнено в виде рисованных иллюстраций, в которых юмор используется для освещения различных жизненных ситуаций, но, несмотря на это, колода создана для профессиональной работы. Это очень интуитивная колода Таро со светлой энергией. Она же еще и в оракульном виде работает, больше по картинке, чем по непосредственной системе Уэйта, например. Колода Таро «Видение жизни» всегда готова к работе, чтобы помочь вам найти максимальный потенциал и получить рекомендации, которые необходимы, чтобы помочь вам найти лучший ответ для любой ситуации. 78 карт сделано в Украине. И инсайт, где у нас вот с природой, с камушками, с веточками, с какими-то... Здесь уже по-английски написано. 83 карты. Ну что, какой будем смотреть? Хорошая новость заключается в том, что обе колоды именно те, которые я просила. Давайте с Таро видений жизни начнем. Эту я откладываю в сторонку, а это сейчас пошуршу, открою и будем рассматривать карты. Получилось. Приближаю.
Колода. Обычный носочек. Надпись я вам уже читала. Открываем. О. Вынимаем. МБК нету. Есть карты. Да, достаточно матовые. Здесь у нас Mystic Silk и паблик Viber с новинками. Все, дополнительная карта. Здесь у нас 3. Нет, не 3. Время урожая. 2 пустые, абсолютно ничего не значащие карты. И дальше вот это вот. Вообще хорошо бы МБК, потому что все-таки какое-то отношение к Уэйту эта колода имеет, а значит, хотелось бы хотя бы соответствие. Я потом еще посмотрю, если есть у них паблик, или есть у них сайт, или есть у них еще где-то какое-то место, в котором они могли бы мне описать значение этих карт. Называются они не по Уэйту, нет у них тут никаких мастей, ничего, но и тем не менее соответствие какое-то есть. Скорее всего, она больше, конечно же, оракульная, чем непосредственно Таро, но и тем не менее. Вот, пожалуйста, время урожая. Что это может быть? Это может быть у нас 7 пентаклей. Растил, поливал и дополивался, что сейчас на голову тебе попадет. Такие они тоненькие, такие какие-то мягенькие. Ну, в принципе, сгибать не очень сильно хочется, но и тем не менее. Обложечка тоже простая. О, боже, какая театральная скорбь. И сам себя снимает. А этот прямо сидит, такой удивляется, говорит, а вообще на меня обратит кто-нибудь внимание здесь? Или мы скорбь изображаем для себя и для своего ТикТока? Так, как они у меня будут? Слипаться, не слипаться? Романтик, которому тяжелые камни летят на крылышках бабочки. То есть, казалось бы, это хорошо и замечательно, но на самом деле это какие-то сложности, которые тебя могут догнать. Шарм, какую ей там прическу делают с птичками. Оптимизм, какой-то односторонний более-менее. Второй что-то не очень оптимистичен. Судьба на часах, но и в инвалидном кресле одновременно. То ли это временно, то ли время пришло. А сверху этот крестик, я что-то на него так посмотрела, думаю, так и хочется на него нажать и закрыть это окошко, прекратить эту судьбу. Достижения, что тоже может быть похоже на 7 пентаклей. Вороны в шляпах, такие свысока на него смотрят, как он там пашет, работает. Поражение, хотел цветы подарить, а сам получил. Ну, это вроде в виде сердца, но сердце такое уже и не рад, что оно в его сторону летит. Иллюзии. В чем иллюзорность? Дарит ей сердечко с ключиком на заводе. То есть, у него еще там запас этих сердечек, и там они еще как-то произрастают. Такое ощущение, что он их просто всем подряд раздает. Как будто бы это и не настоящее сердце, а так игра какая-то. Тревожность. Это у нас на 9 мечей похоже, да? Когда тебя собственные тени пугают. Заблуждение. Здесь цифры. Там крестик стоял на девушке. Это же была 10. А 10 у нас что? Колесо фортуны. И судьба там была написана. Так, здесь у нас 18-й аркан. Лягушка. И принцесса, которая всячески старается эту лягушку найти. Лягушка прячется. Карта называется заблуждение. Как-то они вперемешку все. Отношения. Это у нас 6. Это у нас... 6 это у нас кто? Влюбленные, да? Я что-то Таро так по цифрам не очень хорошо помню. Ну, как-то они и обнимаются-то не между собой, и переплетены, и все равно их тянет в разные стороны. Очень странное представление об отношениях. Обучение. Это, надо полагать, у нас... Ну, вдруг это паш какой-нибудь. Тех же пентаклей. Время нарисовано. Бессонница. Все бараны уже уснули, пока она их считала, как они там через забор прыгают. Она все ждет, когда они начнут прыгать, а них-то бессонницы нету как раз. Здесь у нас решение какое-то, и выбирать-то надо. Себя ты выбираешь или деньги. Воссоединение. Пытается она, что она пытается с ней сделать? Утянуть ей это платье в талии, чтобы в зеркале красиво выглядело. Что и в чем воссоединение? Воссоединение женщины со своим отражением в зеркале. Конфликт. Сверху снизу. Этот, кто побогаче, тут денежки у нас соточки видно зелененькие. Кто побогаче, тут и прав как будто. Баланс такой. И опять часы. Нарисован такой смешной. Он то ли на поросенка похож, то ли на кого.
рефлексия. 2 это у нас жрица. Сострадание. Вы что, 6 как будто пентаклей, только он не деньгами, а советами, он всякими разными. Причем написано сострадание, а у чувака лицо такое не сочувствующее, он больше морализаторствует, по-моему, и такой, значит, советы такой свысока раздает, что, дескать, вот делал бы ты так, было бы тебе лучше, и не сидел бы сейчас здесь с протянутой рукой. Ограничения, гендерные в том числе. Женщину как раз этот крест и придавливает к земле. Бракосочетание. И она что-то не сильно рада, по-моему, с таким лицом. Энтузиазм. На лампочке это у нас рыцарь этих, как их, мечей, да? Обучатель, или это паш мечей еще пока. Признание. 21 это прям мир у него в руках. Ну, люди с него сыпятся, и ему как будто жалко, он как будто даже платочек. Или наоборот, это он не к глазу платочек, а к губам, потому что вот эта вот штука похожа на яблочко. У него здесь корешок и лепесточек. И как будто сейчас я этот мир съем, и то, что с него сейчас сыпятся какие-то людишки, это не то, что мне сильно даже жалко. Поиск какой-то. Прибыли и убытки. Изоляция. Это у нас, надо полагать, отшельник. На табуреточке на какой-то сидит. Ностальгия. 6, как думаете? Этих, как их, кубков. Спешка. Спешит, торопится, а монетка его держит. И прямо... То ли он вокруг нее, видите, здесь даже как бы круговорот такой, как будто там стоит тяжелая монета, и ты вокруг этой монеты крутишься. Надежда. У этой сердечко легенькое и тянет ее наверх, а у этой сердечко тяжеленькое, каменное и топит ее вниз. И вот как будто какое тебе больше подходит? Которое мое, свое родное, или которое можно отпустить, и оно тогда само улетит и тебя поднимет? Конформизм. Вот так вот это называется. Конформизм. Как будто бы Папа Римский может манипулировать дьяволом с помощью своей религии. Видали, как глубоко? Семейные ценности. Это, надо полагать, 10. Там и внучки у них, и общая семейная фотография. Какая прелесть. Какие они чудесные. Я такую рисовку люблю, не знаю. Мне прям нравится. Критика, прямо пальцем тыкать в него. Мудрость. Сколько у него каши по голове. Партнерство. И они нашли друг друга в толпе бегущих людей, смотрящих в телефоны, а они ведь и в реале встретились. 2 кубков, нашли друг друга. Стабильность. Так уж она прям все стирает и все до бела отстирывает, что даже чувака этого... Он ей прилетел новую жизнь показать, может, влюбить в кого-то, как-то какую-то высокую идею ей туда нес. Сейчас все будет хорошо, а она взяла да и постирала его. Зато у него теперь белые чистые крылья. Вот такая вот стабильная женщина. Тут у нас окончание. Но и часы у него есть, и монетки у него из кармана или из рук вываливаются, и он так уже как будто бы не сильно рад, но что делать? Время пришло. Здесь у нас мастерство 1. А он, смотрите, и с рогами, и с хвостом такой себе маг, да? Который может из пустой шляпы достать вам кучу бабла. Такое тоже финансовая подоплека, которая не очень честная, наверное. Материнство. У нее от этого материнства уже, ей, по-моему, достаточно. У нее там и собачки, и кошечки, и эти. И этот пришел такой, у него глазик дергается. Он такой, ну вы извините, конечно, у меня снова вам посылка. Она с этой скалкой, сейчас я тебе за место посылки распишусь. Бедность. Врушная, неправильная бедность. Этот и работяга явно в комбинезоне, а этот явно не работяга и прикрывается вообще банкнотой в 100 денег. Обман. О, обман. Угадала я. Обман. Это какие-то иллюзии, глупые слова, да? Говорит, а все пузыри какие-то, которые лопаются, ничего из себя не значит. Политическая карта. Сверхсамоуверенность. Вообще-таки сверхсамоуверенность, которую девушке показывает и челочку-то свою зачесанную, и бороду-то свою приглаженную, а она смотрит на него и такая, как бы с него яйцо какое-нибудь, он как бы его так прижать, что сколько с него можно яиц взять. Какая, слушайте, суровая и такая циничная колода. Любознательность. Мозг выпадает. Ты когда за деньгами тянешься, перестаешь думать.
когда у тебя это мозг отключается, и ты уже прямо за каждой ерундой. А называется любознательность, понимаете? Это как будто из любопытства это делаешь. О, ухо принесли? Возрождение. Ухо принесли. Послушайте. А они слушать не хотят, они есть хотят. Ой. Выносливость. 8. Что у нас 8? Колесница? Это ее так мчит вообще по своим делам. Что у нас 8? Финансовая стабильность. Не вижу, но подсматриваю. Ничего никому не скажу, но чуть-чуть у меня там место есть. И капельку подслушиваю. И все это потому, что вы мне денежку предлагаете на крючочке. И как будто бы ты на этот крючочек сам можешь попасть. Дисгармония. Когда ты большой, а сердце и чувство у тебя маленько. И тебе этого не хватает. Потому что он расстроенно выглядит. Отрешенность. Интересно. Лишь бы не сказать, или потому что сказать не может. Хотел бы, да нечем. А может и нечего. В чем отрешенность? Какая она интересная. Конкуренция тоже. За деньги можно и подорвать репутацию. Разочарование. Да, пришел домой, а там не то, что ожидал увидеть. Работяга тоже в этом комбинезоне. Половину своих денег отдал тому чуваку на улице, который его обмануть пытался. Пришел домой, а тут как будто бы его не ждут. Авторитет. И, разумеется, он его добился по головам и по костям других людей. Шел. Причем это 4. На секундочку, это у нас император. Самодовольство. Ой, это и собачечка. А это ребенок, и непонятно, кто чего выглядит. Это выглядит так, как будто она, дескать, мне лучше. У меня и одежда лучше, и я, и времени у меня хватает ухаживать за собой, и собачечка у меня красивая. А ты вся такая в футболке, в трениках и с ребенком. Публичность. Я вам покажу Кузькину мать. А сам-то там, где не видно публики, там не то чтобы очень картинка презентабельная. Но внешне выглядит очень так это активно и энергично. Чувственность, соблазнитель. Поет ей в уши. Удовлетворенность. И этот весь холодильник, и все, что в нем мое. А весы в помойном ведре. Да плевала я. Все равно это все мое, и я это все обязательно съем когда-нибудь. Развитие. Учимся, грызем гранит наук. Ну, тут он как бы жует страницы, но в целом метафора понятна. Ожидание. И ты прям привязан к этому дереву, прям на часы он уже смотрит. Да когда уже, наконец, когда вырастет это дерево, и я смогу уже, наконец, на нем самовыпилиться. Потому что он как на шею себе повесил такой, ну, как бы ждем, когда появится удобный случай. Начало. И тут тебя подростка home sweet home, и тебя вышвыривают. Сколько тебе? На следующий день после 18-го дня рождения. До свидания, из гнезда тебя. Вау, начинается новая жизнь. Прекрасный дурак, прекрасный. Он такой, что делать-то? Божечки. Влюбленный. Один. А она не готова была, вся в бигудях и в халате. Явно внезапно на нее свалился. Скряга, у которого в голове больше денег, чем мыслей. Целительство. Не очень, как сказать, научное, да? Не то, чтобы он с лекарствами, со шприцами к ней пришел, а как какие-то, ну, это доктор, он явно в халате, у него тот стетоскоп и все дела, но у него, судя по всему, все это не работает, и поэтому он решил какие-то пляски устроить, что, может быть, хотя бы это поможет уже бабушку от ее возраста вылечить, потому что она явно старенькая и болеет просто потому, что должна уже в этом возрасте. Равнодушие. Опять человек из-за денег ничего не видит. Ему не интересно, он тебя не слушает, и вообще у него только монетки в глазах. Стресс. Что-то с интернетом связанное. Пишет что-то, письма какие-то пишет. А у этого я не пойму, что в руках какая-то кепка, он прям волнуется. Это, я так понимаю, психолог, этот вот там сидит, что-то жамкает в руках и пытается свой стресс выразить, а этот сидит, записывает. На значок-то электронной почты, как это со стрессом связано, что работа у него в голове. Просвещение. Это вот может быть рыцарь этих каких ножей, кинжалов, мечей. Нет, не может быть, это 19-й аркан. А кто у нас 19-й аркан, не подскажете мне? Забыла. Кто у нас? Ну, просвещение.
Иерофант, может быть, да? Нет, Иерофант существенно раньше. Это у нас 19-й архан. Позорище. Короче, не помню. Деятельность. Она и за пироженкой тянется, и на велике такая: сейчас я доеду, доеду. А велосипед для похудения. То есть как будто тебе в другую сторону от этой пироженки ехать надо, на самом деле. Но цель оправдывает средства, поэтому если едем за пироженкой и по ходу похудеем, то как раз даже бонусы какие-то будут. Это у нас принципы, которые тебя в узел скручивают, и непонятно, что с тобой происходит из-за твоих принципов, вместо того, чтобы быть просто человеком. Неопределенность, потому что там у тебя две мысли, одна черная, другая белая, и обе борются и постоянно друг друга пытаются победить. Скука круглый год. Сидишь, заняться нечем. Тут что такое? 4 мечей. Триумф. Это у нас 6 жезлов, надо полагать. Все его несут, потому что он молодец. Хотя бы даже на дизлайке на каком-то. Рабство. Но это уж прям совсем тоже с этими самыми с рогами сидит. И прям такой рассказывает, и прям за плечико держит. И прям говорит: пиши, вот сюда, вот пиши, вот тут вот у меня. Подпись только поставь свою, и все будет хорошо. 3. Так, фертильность, она такая: в смысле? Яблоко. Он говорит: вот яблоко. Это не яблоко, это огрызок. Змея такая: это не я не ела. Но Ева недовольна. Амбиции. Так, оно, конечно, на 8 мечей похоже, но дверь открыта. А он там сидит и не хочет из этой клетки выходить, потому что у него куча работы, и он чем-то занят. Предательство. И все из-за денег. Вот у него в голове какая-то мысль, что он из-за денег чуть ли не по головам это все сделал. На 8 жезлов похоже, нет? Не на 8, на 9 жезлов. Или на 10. Мечтатель. Мотивация. Сам себя. Это уже хороший первый шаг. Сам себя мотивируешь. Свобода. Кто хочет, работает. Кто не хочет, бомжует и доедает пиццу из помойки. Ответственность. Это прямо у нас суд. Прямо сразу. Это юстиция. Здесь у нас один человек, а здесь у нас бедная женщина со всеми. Это типа работает в офисе с чемоданом один. А тетушки даже место среди этого. Всякие сковородки, банки, склянки, швабры, какие-то пакеты с едой из магазина, какой-то пылесос, там утюг, что-то нарисовано. И вот это вот попробуйте это сбалансировать, все, что она делает, и его походы в офис. И богатство. Много богатства разного. Вот это на 7 кубков очень похоже. И заводы-пароходы, и тебе это сельское хозяйство. Хочешь оружие, хочешь стройку, хочешь трон вообще тебе дам. Ой, все могу тебе дать. Видали. Толстенькая она. Срез у нее такой быть, ну, голубенький. Я не скажу, что он белый. Вот у нее как вот это вот голубенькая рубашечка. Так у нее и срез такой. Сейчас посмотрим, как мешается. Прилипает, не прилипает? Нет, ничего не прилипает. Я опасалась немножечко, что матовые карты будут прилипать. Нет, ничего не прилипает. Ничего не западает. Все прекрасно себя чувствует. Отлично. Немножко она широкая, держать не очень удобно. Плюс у меня максимальное при увеличении, да, приближение на камере. Мне сейчас не очень удобно ее держать. Давайте я вам достану одну карту на ближайший день. Скажем, на завтра, да, вне зависимости от того, когда вы смотрите это видео, вдруг вечером. Давайте я вам выложу карту на завтра, о чем имеет смысл подумать. Как у нас это? Карты дня завтрашнего. Та-дам! Ну вот и думайте, это у нас императрица. Значит, и здесь написано, что это фертильность. Значит, либо у вас все получится, я вам этого всего желаю. Пусть у вас все происходит, чего бы вы ни начали, все у вас получится. Пусть будет какое-нибудь приумножение, пусть будет какое-нибудь произрастание, пусть увеличиваются доходы, например, ваши какие-то, или исполнение желаний произойдет. Если вам будут предлагать огрызки какие-нибудь, не соглашайтесь. У вас завсегда есть возможности и ресурсы получить чего-то большее, потому что посмотрите, какая вы и как такой вам могут предлагать какие-то там огрызки, какие-то там непонятные червяки. Не соглашаемся, идем вперед уверенной походкой, потому что королевишна. Чего вам и желаю на завтрашний день и на все предстоящие. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!